Друзья, привет! Сегодняшний выпуск будет посвящен одному малоизвестному, но очень важному для истории проекту компании American Motors Corporation. Итак, перед вами AMC AM-Van Concept. Разразившийся нефтяной кризис 1973 года заставил американских автопроизводителей всерьез задуматься о смене курса. Этот вопрос не обошел стороной и компанию AMC. Председатель правления Рой Чапин-младший был убежден, что можно было добиться успеха, если предложить клиентам компактный и экономичный автомобиль при условии, что он будет сочетать в себе стиль, комфорт и удобство. С середины 60-х годов должность вице-президента AMC по дизайну занял Ричард Тик, в будущем создавший такие модели, как AMX, Javelin, а также Jeep Cherokee. Во второй половине 70-х под его руководством были разработаны 6 концептуальных автомобилей с целью показать прогрессивные идеи компании на предстоящее десятилетие. Все они должны были быть представлены в 1977 году в ходе пресс-тура по Северной Америке, получившего название «Концепт 80». Турне открылось в Атланте, после чего экспозиция побывала в таких городах, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Торонто. Каждая выставка призывала напомнить покупателям о сильной стороне AMC. Компактные автомобили отечественного производства, экономичные и разработанные специально для американского потребителя. Однако для широкой публики шоу было недоступно. Список приглашенных на концепт 80 был ограничен представителями банковской индустрии, политическими деятелями, деловыми и автомобильными СМИ. В группу представленных разработок входили уменьшенный джип, напоминающий Willys, несколько компактных хэтчбеков, миниатюрный электромобиль и компакт-вэн. Концепт, получивший имя Jeep 2, представлял собой реализацию идеи недорогого, утилитарного, компактного и экономичного внедорожника, для изготовления которого не требовалось больших денежных затрат. Внешний вид перекликался с образом Willys MB. А с технической точки зрения это был уменьшенный вариант выпускавшейся до сих пор модели CJ5. По сравнению с ним прототип был легче и имел более низкий центр тяжести. Концепт 1 представлял собой смесь моделей Gremlin и Pacer и выглядел, пожалуй, лучше, чем любой из них. Концепт 2 по габаритам не сильно отличался от своего собрата. Он был еще больше похож на Pacer и опять же был более эстетичным, чем реальный серийный автомобиль. В глаза бросались интегрированные бамперы и закрытые фары, а общий силуэт говорил о том, что его дизайнеры старались уйти от традиционного для 70-х годов квадратного стайлинга. Еще одним ярким представителем дизайна 70-х был зеленый Grand Touring. Заявлялся он как роскошная вариация серийного Gremlin, разработанная с прицелом на комфорт для задних пассажиров. Концепт Electron был небольшим электромобилем с клиновидным дизайном, созданным AMC совместно с производителем батарей Galton Industries. Здесь стоит упомянуть один интересный факт, связанный с этим концептом. Еще 10 лет назад, в 1967-м,
American Motors показала прототип городского электромобиля под названием Amitron. Несмотря на компактные размеры, он был достаточно широким, поэтому в машину могли поместиться 3 человека – водитель и 2 пассажира. Вместо обычных дверей у него откидывалась назад верхняя часть кузова. На момент показа проект нес в себе передовые технологии, будоражившие умы современников. Но его проблемой оказалось то, что литий-никелевые батареи, которые должны были на него устанавливать, так и не начали выпускать. Также не воплотили в жизнь и систему регенерации энергии при торможении. Без всего этого Amitron оказался просто макетом в натуральную величину. Для выставки Concept 80 American Motors просто перекрасила старый концепт из синего в оранжевый. Вот так в 1977 году на свет и появился Concept Electron. А самым выделяющимся прототипом на выставке был AM Van. И несмотря на то, что передняя часть вместе с фарами напоминали модель Pacer, а задняя была спроектирована явно под влиянием Gremlin, внешность пришлась по вкусу большинству. На каждом мероприятии посетителей просили проголосовать за своего фаворита, и AM Van всегда оказывался победителем, обычно набирая почти треть голосов. Многим нравились его расширенные крылья, эффектный боковой выхлоп и широкие колеса с шинами BF Goodrich. Всем своим видом концепт вызывал ассоциации с маслкаром. Однако стоит отметить, что он оказался не полноценным транспортным средством, а был чисто дизайнерской разработкой и по сути представлял собой неходовой макет. Стеклопластиковый кузов без трансмиссии выдрузили на деревянный каркас, двери не открывались, а за тонированными стеклами едва можно было разглядеть частично готовый интерьер. Концептуально он был задуман как компактный, но вместительный автомобиль, рассчитанный на 3 места. При этом обширное остекление должно обеспечить отличный обзор для всех пассажиров. Если бы Compact Van запустили в серию, то он получил бы полноприводную трансмиссию и небольшой, но мощный двигатель с турбонаддувом, о чем намекали надписи на кузове. Для 70-х обе эти идеи были новаторскими. Есть предположение, что турбодвигатель, скорее всего, был бы разработан совместно со своим новым партнером, фирмой Renault, либо его бы позаимствовали у европейской компании из уже производившихся моторов. Что касается полного привода, то стоит напомнить, что еще в 70-м AMC купила компанию Jeep, и впоследствии ее технологии оказали серьезное влияние на продукцию главного предприятия. Доподлинно неизвестно, какая именно полноприводная трансмиссия задумывалась для AM Van, но различные источники сходятся во мнении, что скорее всего это была передовая для своего времени конструкция, которая уже совсем скоро появится на моделях Eagle. Концепт AM Van так и не был запущен в серийное производство, как и его собратья. Причины крылись в непростом финансовом положении компании AMC. Несмотря на заключение соглашения о сотрудничестве с фирмой Renault в 1978 году и получение инвестиций в размере $150 миллионов, производство легковых моделей было убыточным, а доход был только от выпуска внедорожников Jeep. Еще больше усугубило печальное положение AMC требование агентства по охране окружающей среды отозвать 270 тысяч машин для устранения проблем с вредным выхлопом. Однако теплый прием AM Van во время выставок Concept 80 стал предвестником массового распространения минивенов и полного привода в последующие годы. Именно поэтому он является весьма важной частью автомобильной истории. Построенный в единственном экземпляре, на протяжении последних 35 лет он хранился в известной коллекции концепт-каров Джозефа Борца. Он попал в эту коллекцию в качестве подарка от компании Chrysler, выкупившей в конце 80-х терпящую бедствие фирму AMC. Подаренный концепт стал знаком признательности Борцу за спасение большого количества концепт-каров Chrysler от исчезновения. Однажды мы уже вспоминали Джозефа во время рассказа о Dodge Fiero 2. Напомню, что бывший ресторатор, отойдя от дел, решил посвятить себя поиску затерявшихся или недооцененных концептов с целью собрать их в свою собственную коллекцию. Сейчас количество автомобилей в ней исчисляется десятками.
и они часто колесят по многочисленным выставкам или выставляются в крупных музеях. В настоящий момент AM-Van находится в том самом оригинальном состоянии с тех пор, как покинул дизайн-студию MC в 1977 году. В последние годы он стал центральным экспонатом нескольких выставок, включая музей Гилмора и экспозицию MC в историческом обществе округа Кеноши. С 25 мая по 1 июня его планируют продать на онлайн-аукционе Sotheby's Sandlots. На момент записи этого видео цена на сайте Sotheby's не указана. Однако в сети встречается информация о том, что в 2017-м его выставляли на продажу на eBay за $72 тысячи. К сожалению, выяснить, был ли он в итоге продан, если да, то за какую сумму, не удалось. Возможно, это невероятно большие деньги для просто макета, который никогда не поедет своим ходом. Но давайте не будем забывать, что это часть истории MC, и признаем значимость уникальных идей, которые разработчики закладывали в этот красный компакт-вэн. А у нас с вами есть возможность посмотреть, чем же закончатся онлайн-торги. Вот мы и подошли к финалу. Спасибо, что заходите. Никогда не болейте. Пока-пока.